Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Воскресенский на связи прямо сейчас, эксперт из Беларуси. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Юрий, очень много новостей. И действительно, сейчас, вот казалось бы, да, Трамп поменял риторику. В украинском сегменте прессы даже говорят, что это Усик к нему съездил и так с ним по-человечески поговорил. Ну, то есть своя там пиар-компания вокруг Усика, который сдал чемпионские пояса, и, видимо, там будет еще один бой, последний танец, а дальше что? Конечно, политика. В общем, это такая пиар-история. Но на самом деле, вот как только вот этот разворот произошел, с Ираном новая серия. И вообще непонятно, а что будет с Белоруссией, потому что тут Лукашенко грибы разрешил собирать, а сам поехал к Путину, и 5 часов, это по состоянию на вчерашний день, длилась встреча, и даже сейчас непонятно, закончилась она, не закончилась. Ну, понятное дело, там удары по Крыму, и вот это вот все в плане стратегии, да, как Крым отжать у Российской Федерации, как там все уничтожить, как, в общем-то, добыть вот эту перемогу, сейчас обсуждается в сети. Ну, прям как из бронзбойта Гордон и Гордониха там приглашают одного за другим, и они рассказывают, смотрите, побегут из Крыма, побегут. В общем, ситуация такая, достаточно напряженная и интересная с точки зрения интерпретаций. Я не хочу уделить много времени интерпретациям, но начать предлагаю с главного. Лично мне кажется, что этот путь Лукашенко к Путину на Валдай, в резиденцию, он неспроста. И вот о чем 5 часов без камер, без помощников, без делегаций, собственно, идет речь, как вы думаете? Действительно, Александр, за неделю собрался и скопился огромный комплекс вопросов, на которые нам надо получить ответы, не только нам, но и огромному количеству наших зрителей. Наш предыдущий выпуск с вами собрал 500 000 просмотров, и вы видите, что мы растем вместе с вами, поэтому призываем вас оставлять комментарии, вопросы, лайкать, подписываться на Александра. Значит, отвечая на ваш вопрос, наверное, сначала надо дождаться какой-то пресс-конференции или выхода к прессе двух президентов, но он может и не быть. Он может не быть. И что там обсуждали два главы государства, наверное, мы можем только предполагать. Но в рамках своих предположений мы понимаем, что речь идет о возможном обострении на украино-белорусском направлении. Обострение, которое инициировал пан Зеленский. Потому что, несмотря ни на какие нюансы, произошедшие в 2022 году, мы Зеленского не трогали. Мы продолжаем помогать Российской Федерации, потому что осуществляем и чувствуем себя одним народом вместе с Россией. И мы помогали, помогаем и будем помогать. Поэтому вот эти нападки Зеленского, они, я чуть-чуть в сторону, да, уйду, да, издалека. Надо ж нарисовать всю картину. Вы видите, что он начал нападать примерно с января-февраля. Пригласил лиц, включенных в террористический список в Республике Беларусь. Самозванцев, фриков, Тихановских, Латушков, Киев, которых раньше презирал, не встречался. И даже гонцы Зеленского, которые здесь всегда ошивались, попутно пытаясь решить и экономические вопросики, они всегда говорили, что Зеленский презирает эту белорусскую оппозицию, этих национал-предателей, за то, что они слабаки и ничтожества. В том Что за... числе поэтому. Вот вы сейчас закончите мысли, просто Да. стройте ее в ваш ответ. А что за гонцы? Ага, Вот это хорошо. все как-то, Да. знаете, все как-то так переполошились. Выходит Лукашенко и говорит, ягоды, грибы, пожалуйста, были гонцы от Зеленского. Вот это уже очень интересно. Это интересно, да. Ну, значит, Кто этот белорусский да, Абрамович? да, тот. Вот вы правильно сказали, упомянули эту фамилию. Только, в отличие от визита Абрамовича в Киев,
этого человека с сомнительной репутацией. Сомнительной репутацией. Я не согласен с верховным главнокомандующим Российской Федерации, когда он говорит, что это порядочный бизнесмен. Это непорядочный бизнесмен. Я тоже могу купить за 3 копейки завод, а продать его в 100 тысяч раз дороже. И даже эти 3 копейки взять как кредит у государственного банка. Вот. Но даже у меня, будучи таким бы бизнесменом, в мысль бы не пришла раздать нацистским преступникам айфоны и чашечку капучино. И на личном бизнес-джете сопроводить их в Турцию, где после лечения они нарушили все договоренности. Ну, это ремарочка. Так вот, в отличие от гонца Абрамовича, к нам приехали гонцы. Не мы в Киев, несмотря на то, что военный потенциал Украины, конечно, превышает на порядок военный потенциал белорусской армии, если она будет в одиночестве, без своего союзника. Но гонцы приехали к нам. Все задают вопрос, а кто это, а кто это, а кто это. Я скажу, кто это. Это представители Главного управления разведки. И люди, занимающиеся в том числе обменом телами военнослужащих и обменом пленных. Но они приехали к нам по нашему приглашению, потому что президент Беларуси хотел с ними поговорить. И довести до кокаинового фюрера о том, что последствия какой-то атаки, кроме политических, то, что Украина сразу станет из жертвы агрессии, кое она представляется, да, на международной арене, в агрессора. Кроме политических будут и военные последствия. Военные последствия, детали, я не был на этой встрече, поэтому не могу говорить о деталях, но Сорока нашептала, что будет полностью парализована дорога Ковель-Киев. Это, в принципе, любой военный эксперт скажет, и вы говорили в своих эфирах. Ну, до чего мы можем дотянуться, то и будет парализовано. Понятно, что мы не можем дотянуться до моста через затоку или туннелей на западе Украины. А эта дорога у нас как на ладони. А если, значит, эта дорога будет перекрыта, все говорят, так они же все возят через Западную Украину. Неправда. Примерно логистические потоки распределены по трети. Треть. И, соответственно, если эта дорога будет парализована, то все это переместится на те 2 маршрута. И вы представьте, там и так какая нагрузка. Вот. Поэтому первый этот вариант. Я сомневаюсь, что президент хоть что-то говорил про Ровенскую АЭС. Я уверен, что даже близко не говорил. Но я думаю, что те, кто нас с той стороны слышали, они поняли, что мы будем использовать, этот очень важный момент, стратегию осиного гнезда. Наша военная доктрина версии 2024 года, 4-е чтение, предполагает оборонный характер, но в случае вторжения, пересечения государственной границы, атаки по гражданской военной инфраструктуре существенной, мы должны нанести противнику непоправимый и неприемлемый ущерб. Это цитата из военной доктрины, одобренной Всебелорусским народным собранием и подписанной президентом Лукашенко. В рамках этого ущерба мы, конечно, будем бить по подстанциям, обеспечивающим питание Ровенской АЭС. Чтобы дать украинскому режиму время спокойно восстановить работу реакторного зала и чтобы ждать вопли со всего мира от МАГАТЭ до Макрона, которому Зеленский звонит без перерыва. Это я вам сейчас скажу, почему и нам Макрон позвонил президенту. Это же Зеленский нажаловался на нас. Представляете? Вот, поэтому ущерб будет неприемлемый, но у нас нет варианта. Я скажу вам не военную тайну, мы прекрасно понимаем, что Россия не ударит никакой ядеркой, даже если в случае на нас нападут. Ядерки никакой не будет, потому что это не имеет смысла.
А ядерным оружием надо бить, чтобы обеспечить какой-то прорыв. Либо бить надо было, как я предлагал, в 2022 году по аэродрому и логистической инфраструктуре Жешува, чтобы дать понять западным партнерам, не лезьте сюда, будет беда. Сейчас бить, наверное, уже поздно. То есть, А если и подождите, бить, если... то Постойте, да. ну, есть российская доктрина, есть в том числе и белорусская, белорусские условия размещения российского ядерного оружия. Вот, то есть вы отметаете этот вариант, что если вторжение или какая-то заварушка, назовем это так, очень похабным и низким словом, потому что, ну, что без окраса, да, пускай лучше подумают, что это там глупость какую-то сказал, ну, давайте так. Если начинается война между Россией и Белоруссией, Между то, Украиной и да, Беларусью. между Украиной и Белоруссией, то Россия не применит ядерного оружия. Смотрите, статья 6 договора о союзных гарантиях, который вступил в силу год назад, Мгм. весной 2025 года, предполагает возможность нанесения, в том числе ядерным оружием, в случае, если атака Беларуси несет угрозу государственному суверенитету. То есть по договорам, договора это предполагают и разрешают. Но политической воли, я не хочу обманываться и не хочу обманывать наших зрителей, политической воли не будет. Даже за Курск не было ответа. Ядерного, я подчеркиваю, ядерного. Конечно, Россия нас защитит всеми другими силами и средствами. И, наконец-то, откроется Северный фронт, прямая дорога для Киева. Так что Подождите, мы но объясним. какой Северный фронт, если грибников зовет Лукашенко? Собирайте грибы, ягоды. Еще при Советском Союзе, цитата Лукашенко, $6000 там люди могли заработать. Ну, за сезон. Слушайте, ну все жители приграничья, Житомирщины особенно, все знают, что они все с лукошками ходили на нашу территорию и все собирали там. И, значит, за этот сезон жили целый год. Это действительно так, это несложно проверить, если какие-то там корреспонденты выйдут украинские и опросят местное население. Правильно, политика – вещь вариативная. Мы объяснили нацистам, приехавшим в Киев, в Минск, что их будет ожидать в случае, если Зеленский пойдет на эскалацию. Мы не собираемся отказываться от партнерства с Россией. Более того, мы только будем наращивать и помогать им реализовывать цели специальной военной операции. Если вы обратили внимание, Зеленский тут же заявил про какие-то, уже не про какие-то, а про реальные мосты. Уже новые ультиматумы. Мгм. Кстати, возвращаясь с ретранслятором, мы должны все время подчеркивать, что Зеленский все свои спичи он всегда оформляет, исходя из того, что сейчас современное общество, да, постинформационное, всегда фото-видео доказательствами. В случае ретрансляторов, если вы обратили внимание, кто-то говорит были, кто-то говорит не были, но фотографий не было ни одной. Вот вообще ни одной фотографии. То же самое он обвинил нас в том, что эти дроны бьют по гражданскому населению и гибнут жители Житомирщины. Я сегодня открыл житомирскую прессу, житомирские сайты, Суспільне, Житомир и другие украинские ресурсы. Посмотрел за последний, вот за июнь, за 2 недели, кого там дроном, фамилия, имя ликвидировали на Житомирщине. Никого. Некрологов там полно, но они все с линии боевого соприкосновения идут. То есть Зеленский не предоставил ни фотографий ретрансляторов, ни значит, фамилий погибших жителей Житомирщины от белорусских якобы дронов. Ну, мы понимаем, что это фейк. Но в своем втором ультиматуме он уже предоставил фотографии мостов, которые мы строим, слушайте, совершенно не касаемо украинского направления. Ну, например, один из мостов мы строим параллельный Варшавскому мосту в Польшу. Мы просто реконструируем. И, о боже, значит, они заканчивают развязку транспортную у Речицы. Ну, во-первых, там она и есть одна развязка, километров 5 рядом. Мы для удобства строим вторую транспортную
развязку. Все эти объекты были запланированы в инвестиционном плане за 2, 3, 4 года до вот этих ультиматумов Зеленских. Некоторые еще до 22 года запланированы объекты строительства. Но он ставит уже ультиматум, чтобы мы прекратили, значит, вот строительство этих объектов. Зачем? Ну, может быть, понятно, что мы уже завершаем эти строительство 6 мостов. Может быть, он скажет, вот они снова исполнили мой ультиматум и завершили строительство мостов. Ну, для чего? Не совсем понятно. Но когда начинаешь вот эту мозаику складывать в калейдоскоп, начиная с февраля, когда он до нас, простите, доколебался, мы видим, что это все в рамках стратегии вовлечения. Почему-то ему кажется, кстати, и представители ГУР, и военного командования, абсолютно точная информация, отговаривают Зеленского лезть на Беларусь и провоцировать Беларусь. Потому что, как они говорят, Москва тут же воспользуется и откроет прямой вот этот участок на Киев с Черниговщины, да, с Гомельщины, через Новую Гуту, где мы обмениваемся телами и военнослужащими, плененными. И понимаете, вот это все, что они заминировали, это все обычной машиной разминирования или ковровой бомбардировкой, все снимается. Немцы тоже, когда оборонялись, когда мы их начали атаковать, они все минировали. Такие были полосы, извините, по 30 километров шириной. И что? Помогло им это заминирование? Заминирование это самое легкое, что можно преодолеть. И вот военное руководство Украины отговаривает руководителя хунты Зеленского от того, чтобы лезть на Беларусь. Хорошо, Но тогда он все равно. почему это происходит? Ну вот тут Почему давайте он лезет? Тут давайте тоже как-то соотносить эти моменты. Мы начали с разговора Лукашенко и Путина, понимаете? Да. И сейчас нам же представлены какие планы. И это все, ну, как бы как по нотам. Ну, вот откровенно говоря. То есть бить по югу, поднимать кипиш и, в общем-то, что сейчас вот там на севере что-то будет. Это идет элементарное раздергивание в военном смысле, плюс приправлено, конечно, пиаром и всем остальным. И сейчас вот нужен какой-то, как это принято говорить, стратегический геймчейнджер. С украинской, европейской стороны думают, что это Крым. Причем не думают, а они так и говорят. Да, поэтому, собственно, здесь вовсю включается вот эта как бы история с тем, что давайте Беларусь оторвем от России, поссорим. То есть россиян шатают, но белорусов же шатнуть проще, думают синхтенки, вот эти, ну, которые там, аналитики, да, которые вот сейчас, скажем так, работают с украинской стороной. Войны, понятно, не надо Украине и украинской стороне. Но нужно, чтобы белорус роптал, чтобы он от Путина, скажем так, открестился и, собственно, выполнил там ряд условий, чтобы, в общем-то, не помогали российской стороне, а люди пройдет какой-то период времени и скажут, да ну, смотрите, Россия как проигрывает, и откоснется часть союзного государства. На это идет расчет исключительно политический, понятно, военно-политический, эмоциональный и так далее. И тут же вопрос же первого удара. Я думаю, вряд ли полетит с Беларуси, иначе бы уже летело, например, Конечно. на Киев. Конечно. Да, то есть какая-то провокация, казус какой-то Бейли, народ встал на дыбы, сказал, елки-палки, они там вошкаются с этой Украиной, а мы ни при чем. И когда Лукашенко говорит о том, что мы не хотим, это не проявление слабости, это как бы наоборот проявление силы удерживать эту ситуацию. Вопрос, сможет ли он удерживать после встречи на Валдае с Путиным, многочасовой. Смотрите, у вас, наверное, источник есть в Госдепе. Потому что у нас совпадает информация, действительно, они хотят качнуть белорусское общество. Они это коллективный Запад и все эти кураторы, которые управляют Зеленским. Но эти же кураторы и синксенки эти, они подсказали Трампу напасть на Иран. Когда были вот эти протесты, и действительно там пришлось при восстановлении конституционного порядка
м, открыть огонь. И действительно, тысячи семей пострадали. И они думали, на этой волне усилят раскол. Но они все время путают свое индивидуалистическое мышление и наше коллективистское мышление. То есть это примерно так же, как было, наверное, не совсем правильно в 22 году с рейтингом Зеленского в 20%, не совсем правильно сплачивать украинское общество в результате э, начала специальной военной операции. Было более правильно, конечно, все это делать в 2014 году, когда действующего президента отстранили в результате государственного переворота. А в январе 2022 года, вы помните, рейтинг Зеленского уже был 18-20%. Но в результате специальной военной операции до 80% подскочил. Вот мы, белорусы, такие же. Только у нас рейтинг Лукашенко все время держится в районе 75-80%. Ну, сейчас просто, наверное, до 100 подскочит. Особенно после удара по автобусу. Поэтому вот эти фабрики мыслей и аналитики, которые подсказывают, что вы начните, а они скажут, зачем нам эта война, они забыли, что у каждого белоруса в семье дед был партизан. 400 тысяч партизан поименно, соответствующие с фотографиями и выписками из наградных листов в книге памяти. У нас бендеровцев и не было в таком количестве. В сотни раз меньше на душу населения, чем у прибалтийских тигров и нацистской Украины. Понимаете? Они вызовут обратный эффект. Мы тогда будем требовать открытия северного направления. Так же, как все россияне, вы это сейчас знаете, требуют сатисфакции и удара возмездия, в том числе ядеркой. Посмотрите, все, что говорят простые, пишут люди в социальных сетях. То есть они хотели Путина ослабить, а они Путина усилили. То же Смотрите, самое тут. если мы вот попытаемся рассмотреть эту ситуацию, это, кстати, очень интересно. Сейчас в Украине, в украинском сегменте, ну, просто идет разрыв полный, там, да, это прям, я не знаю, водородная бомба информационная. И причем я вижу, что это набирается обороты этому всему. Перемога, вы имеете в виду? Не-не-не, зрада, причем такая лютая. Значит, обсуждается история с состоянием украинской армии. Штурмовики Скалы, да, которые там ужасы творили, и, в общем, там небоевые потери, пытки, короче, ужас, что происходит. Там есть медийные некоторые люди, которые типа блогеры потужные, они тоже начинают как-то оправдывать Скалу, кто-то, ну, а вообще, конечно, тренд повальный. Интересно, что вот два параллельных процесса, если оценить, вот именно таких медийных, но они нам вскрывают именно вот подноготную и работы, да, причем Запада работы, потому что издание «Бабель» соросятня, ну, то есть чистой воды, на деньги Запада, и, ну, то есть, и так вот получить. Это не случайный какой-то вброс информации, это планомерная работа. Потому что кто-то просто запустил этот процесс, а дальше все уже как бы, ну, в общем, как снежный ком это все как бы развивается с этой историей. Ну, как бы присовокупляя и как бы набирая обороты. Значит, что интересно, что вот два параллельных процесса. С одной стороны, там есть воронежский СВОшник Александр Лунин, который там записывал видеообращение, и это понесли. Дождь, Гордоны, вот это все ресурсы вот такие, да, там всякие Медузы и так далее, что все, прям смотрите, русская армия разворачивает оружие, и вот марш Пригожина 2. В украинской стороне мы видим историю со Скалой, причем там дух рабовладения процветает, и военнослужащие выступают, и с этими позициями пишут посты, приводят некрологи вот этих жертв, которых загребли, засунули в эту скалу, и они уже, ну, как бы, ну, уже все, то есть, да, и от них осталось только воспоминание.
И вот это вот меня немного... Ну, понятно, что там все говорят, это все российское ИПСО, это все россияне, хотя запустили совершенно с другой стороны этот процесс. Вы можете понять, ну, или попробовать нам дать какую-то возможность разобраться, если это все с одной стороны, с западной, то что это означает? Я думаю, конкретно вот та грязь и ужасы, которые украинское общество увидела в результате расследования деятельности штурмового полка, мне не кажется, что это связано, инспирировано Западом. Я имею в виду не расследование, а сама эта причина. Следствие, возможно, какие-то группы подняли это на щит, так же, как те группы, которые стояли за визитом Усика в Вашингтон, для того, чтобы как-то повоздействовать на Зеленского. Как-то поменять тактику. Они ведь понимают, что будет после того, как вот эта их перемога над Крымом и всей логистикой закончится. Ну, слушайте, ну хорошо, ну сорвете вы курортный сезон. Уже сорвали. Ну, вот, например, в Севастополе с сегодняшнего дня уже по 20 литров топлива начали отпускать. Ну, хорошо, там за месяц восстановят всю эту логистику. Начнут ваши хорнеты над трассой Новороссийской блокировать. Принципиально это ничего не изменит. Поэтому эти группы аналитические думают, так, здесь попробуем белорусское направление, с одной стороны, втянуть, да, втянуть. Почему? Потому что британцы сказали Зеленскому, что надо, и Зеленский просит британцев, и Макрона, которому он все время звонит, в том числе жалуется на Беларусь, э, э, втянуть какие-то миротворческие, псевдомиротворческий контингент. У Зеленского не хватает личного состава. Нет состава, он поэтому обратился к Европе по тайным дипломатическим каналам, и они сейчас предупредили, что будут лишать убежища, не предоставлять убежище людям 23-60 лет, да? Нужны еще какие-то люди. Чтобы какие-то люди, надо втянуть какую-то другую сторону. Угу. Вот. Поэтому они думают про Беларусь. С другой стороны, на всякий случай они страхуются. Так, Зеленский невменяемый. Надо как-то его менять. Усик, непобедимый чемпион, значит, кумир всех украинцев, отлично. Ну, там дальше накачаем чуть-чуть воздуха, как всегда это, да, в технологиях. Вы понимаете, что можно и козла, простите, поставить президентом, и такие случаи, как оказалось, по Украине бывают, если его надуть. Ну, а что? Сериал «Боксер» на Нетфликсе. И все. Значит, боксер, который жертвует свои пояса и все гонорары на помощь вооруженным силам Украины. Правда, ни разу он так не сделал, но будет так, как они скажут в медийном поле. Поэтому это вот так, надо... Они хистаются, как говорят у нас в Беларуси, да, то есть в разных направлениях, потому что понимают, что вот этот даже их последний и решительный бой, он ни к чему не приведет. Даже если мы вот абстрагируемся, не будем стоять на украинской, на российской стороне, смотрим карту военных действий, смотрим, ну хорошо, ну что вы, сорвете вы курортный сезон в Крыму. Ну и что дальше? Вы что, захватите Крым? Нет. Вы просто гадите, понимаете? И все пропагандисты на это накинулись. Они хохочут, как безумцы в эфире. Посмотрите на этого Гордона, мошенника, который продавал онкологическим больным пирамидки. На эту же, простите, паскуду страшно смотреть. Каждый эфир, он свою эту пожеванную выставляет даму сердца, у которой разрез до пупа. Скоро будет топлес, наверное, ради лайков выставлять ее в эфире. И вот у них это победа. Но победы никакой нет. И не будет. А если Россия попытается открыть Северный фронт, либо Брянское направление, то и этот вопрос обсуждают сегодня на Валдае, то уже будет прообразы начала конца. В связи с этим
конца нацистского режима. В связи с этим я хочу вспомнить наш эфир от 17 ноября 2025 года. И в связи с этим и с тем, что готовят европейские страны, любящие украинский народ, да, вот заголовочек 17 ноября. Пока не поздно, кто хромой, умеет идти, ползти, бежать, уходите из Украины, потому что коллективный Запад ведет ее на окончательное и полное заклание. Они не хотят не рассматривать никакие причины, приведшие к такому братоубийственному конфликту. Еще хотел сказать, некоторые у нас комментаторы, ну там часть больше ИПСО украинская, но есть еще и охранители, лижущие зад начальству. Вместо того, чтобы посоветовать начальству, где хорошо, вот допустим, как советую я, вот Абрамович – это плохо, это нельзя. А открыть брянское направление – это хорошо. Так вот они говорят, что вот белорусы какие дерзкие, советовать, а сами вот, значит, выполнили требования нацистов о ретрансляторах. Ну, во-первых, никаких ретрансляторов фото мы не увидели. А как продолжается обеспечение всеми видами, товарами и работами российской ВПК, так мы и продолжаем. Во-вторых, ездят не мы в Киев, а к нам в Минск. К нам в Минск. Представители нацистского режима, которые тоже втихаря говорят, что недовольны Зеленским. В-третьих, мы всячески не хотим допустить, это консенсус белорусского народа, первую в истории Украино-белорусскую войну. Мы ляжем костьми, чтобы ее не допустить, чтобы ее оттянуть. Мы понимаем, что украинский народ и кучка инородцев Зеленского, захвативших власть при помощи медийных технологий, это разные вещи. Четвертое. Когда мы даем советы нашей братской России, мы даем советы супердержаве. И если бы мы были супердержавой, никакой бы, не то что Зеленский, с нашим президентом даже бы Порошенко даже бы не подошел к власти, а сейчас бы гнил в тюрьме. Поэтому не надо путать Божий дар с яичницей. То есть мы говорим и советуем России, как быстрее на условиях России и на условиях длительного мира, что будет выгодно и украинскому народу, закончить войну. А когда речь идет только о нас и Украине, у нас уже другая стратегия. И это стратегия осиного гнезда. Дальше. Мы всегда, в отличие от других советчиков из-за рубежа, предлагаем конкретные меры, конкретные предложения. Вот смотрите, западные страны ни разу не предложили ничего конкретного. Вот только там прекращение по линии этого, значит, боевого столкновения, да? А дальше что? А мы же предлагаем отмену всех дискриминационных законов, запрет нацистской идеологии, выпуск всех политических заключенных, которых по разным оценкам от 7 до 40 тысяч, но недавно вот экс-премьер Украины Азаров назвал в вашем эфире цифру 20 тысяч. Мы требуем всех выпуск политических заключенных, мы требуем снятия и формируем, в том числе по дипломатическим каналам, эти предложения, снятия всех санкций СНБО в отношении журналистов, телеканалов, политических партий. Мы требуем создать комиссию по возврату собственности украинской, не белорусской или российской, украинской православной церкви. Мы требуем снять все ограничения на выезд и выпуск с Украины и провести выборы, перезагрузку всей власти. Вот у нас конкретные предложения, которые могут привести к миру, потому что снимется реальная картина украинского общества. А реальная картина украинского общества, особенно с учетом того, что 5 миллионов украинцев в России, а 5 миллионов украинцев, 4 миллиона в Европе, еще миллион там по другим западным странам, в том числе США, мы прекрасно знаем эту реальную картину. Это не такая, которую рисуют Гордоны
Притулы и Стерненки в сети, используя сотни тысяч ботов. Здесь нужно же как бы тоже отдавать себе в отчет. То есть задача какая? Прогнуть Россию, Путина, заставить закончить войну по линии разграничения, ну, собственно, и все. И, соответственно, там, ну, не принимать каких вот этих условий, которые там выдвигает Россия. Вот как раз то, о чем вы говорите сейчас. Да? Потом провести выборы. Есть уже нарисованный план у Зеленского, об этом говорят разные источники, в том числе и мои, да, о том, что они легко могут, и вот уверены, что легко его переизберут опять. То есть эта тема, она вот как бы отложена. Сейчас главное быстренько как-то вот не мытьем, так катанием все остановить, ну, чтобы не стреляли. Быстренько переизбрать Зеленского. Ну и, в общем, это все может продолжаться в разных формах дальше. То ли таким жестким военным, в зависимости от ресурсов. Я, например, абсолютно не понял 40-дневный план Зеленского по вот этому принуждению. Почему 40 дней, как вам кажется, и насколько это вероятно и возможно? Ну, прошедший опыт почти пятилетней специальной военной операции говорит, что у украинского военного руководства получается реализация, в том числе уникальных военных операций, но здесь есть поправка. Украинское военное руководство выступает в качестве исполнителя. За всеми этими операциями, в том числе за паутиной, стоят американские, британские и европейские спецслужбы. Именно они пропускают постоянно через свои границы, которые все в рентгенаппаратах, машины, наполненные взрывчаткой. Именно они готовят диверсантов, именно они предоставляют цели, координаты, именно они обучают украинских нацистов на полигонах. Поэтому это мы прекрасно понимаем, что война Запада с Российской Федерацией. Вот и все. Война за ресурсы. Это ключевое, стратегическое, что должны понимать все наши зрители, в том числе украинцы, что плевать они хотели на украинцев. Сейчас они вас выпрут всех с Европы на убой. Они зачем это делают? Чтобы продолжать геноцид украинского народа. Поэтому, видимо, Запад подготовил операцию вот по такому принуждению внутриполитического расшатывания России. И действительно, Россия вся бурлит. Пока на кухнях, пока в коридорах. У меня есть даже родственники, которые хотели чуть ли не наколку на груди выбивать с Владимира Владимировича Путина. Я даже не хочу повторять, что они сейчас говорят. Потому что я в преддверии выборов сентябрьских в Госдуму не хочу быть инструментом нативным англосаксов. Поэтому критика у меня исключительно конструктивная. А в целом я как поддерживал, так и поддерживаю российское руководство. За исключением вот каких-то вопиющих моментов. И 40 дней мы что думали, они совместят с политической кампанией 30-го года. И в Беларуси, значит, и в России, тем более, закончат план милитаризации. Но они почему-то решили совместить с парламентской кампанией, хотя там нет никаких сил, да, все отфильтрованы, и эти псевдолибералы, значит, которых ввели Нечаевские, да, в Госдуму, это такие же либералы, как и все другие политические силы. Все они кормятся с одной посуды. Поэтому непонятно, на кого они будут опираться. Может быть, они спровоцируют возмущение людей, что не допустили какие-то политические силы. Но вся эта 40-дневная кампания нацелена на раскачку в преддверии парламентских выборов. Россияне недовольны тем, что происходит. Это факт. Нельзя отрицать. Так же, как нельзя отрицать, я подчеркиваю, что даже все ракеты Запада, если нанесут удар по Российской Федерации, это существенным образом не повлияет на ее военный потенциал.
Эти все раны будут залечены. Вспомните удары по украинской энергетике и скорость залечивания этих ран и перестраивания всей структуры энергопотребления. То есть никто не говорит, что будет легко, да? Но даже все ракеты западных стран, если нанесут удар по всем российским объектам, принципиально ничего не изменится. Ничего не изменится. А вот в ответ может кое-что прилететь. Поэтому они за 40 дней придумали какие-то удары, террористические акты, операции. Сейчас надо быть россиянам особо бдительны. И, возможно, в Беларуси все-таки попытаются что-то сделать. Хотя я подчеркну, военное руководство, прежде всего гуровцы, категорически против того, чтобы трогать Беларусь. Потому что они понимают, что это повод военному политическому руководству России открыть Киевский фронт. А это было бы неплохо. С целью покончить быстрее с нацистским режимом и избавить украинский, русский, белорусский народ от этих всех мучений. Поэтому вот на что это нацелено. В августе это 40 дней закончится, и дальше Зеленский требует козырей. Вы знаете, что он требует. Он показал, что вот мы долетаем до Москвы, вот мы изолируем Крым, нам нужны ракеты. Им нужны баллистические ракеты, чтобы снести мост и чтобы ударить по Москве. Ракеты им никто не даст. Почему? Потому что наконец-то, вот понимаете, я сравню это с Анкориджем. Слава богу, что Трамп оказался мошенником на 100%. Иначе бы Анкориджем еще воняло. И позавчера господин Рубио сказал, так а мы ж ничего это не соглашались. Так, мозговой штурм был. Слава богу, что Трамп оказался мошенником. Правда, там отдельные представители политического истеблишмента. Вот один товарищ вышел интересный. Значит, Дмитрий Сергеевич его почему-то, да, по-моему, зовут. Дмитрий Сергеевич. Уникальный случай. Хотя, казалось бы, мне скажут, блин, молчи, мало ли еще в Кремль пойдешь, зачем какие-то тебе недоброжелатели. А как я могу молчать, если гражданка у условного Дмитрия Сергеевича, жена гражданка США, дочь гражданка Франции, а сын гражданин Великобритании? Нет, смотрите, давайте Это тоже, как? стойте, давайте так. У Навки был, скажем так, паспорт, но она от него отказалась, она не гражданка США, об этом заявлялось. Дочка во Франции училась. То есть непонятно, гражданство, не гражданство, но училась во Франции. Так вся элита там училась. Поэтому тут как бы тоже тут, опять-таки, ну, нам же не рассказывают об этих паспортах. Понимаете, если бы паспорта что-то решали, ну, вот сегодня же вообще хохма. 29 числа назначают суд по санкциям. Миндич оспаривает, подает в суд на Зеленского. И там тоже как-то так интересно, типа он гражданин Украины, он гражданин Израиля и Украины. Ну, то есть, понимаете, тут как бы тут такой момент достаточно тонкий. Поэтому как бы бьют-то не по паспорту, бьют по морде. Правильно, но здесь вот дожились мы, что Александр Шелест выступает адвокатом Пескова. Вот. Но момент на самом деле толстый. Когда у тебя либо у детей паспорта, а значит и собственность, тебя могут держать за причинное место. Если бы у российской элиты не было этих паспортов, то не было бы такого цацкания и не привело бы все в братоубийственной гражданской войне. Так назвал Путин в своей статье про 3 ветви одного народа, что фактически это можно рассматривать как гражданскую войну. Если бы у них не было этих паспортов, если бы у них не было этих яхт, этой собственности на Лазурке и в Париже, Лондонах, они бы по-другому проводили
и отстаивали русские национальные интересы. Мы, белорусы, все время об этом говорили. Так вот, почему я уверен, что пока не дадут ракет Мгм. баллистических? Пока, на данном этапе. Потому что если они сейчас уже дадут баллистические ракеты, то уже абсолютно очевидно, что переговорщики будут другие. Вместо Мединского и Дмитриева их место займут Сармат, Посейдон и Буревестник. Это не фигура речи. Дело в том, что, знаете, как говорят у нас, до поры жбан воду носит. Уже наконец-то и российское руководство поняло, что все эти Стамбулы, Минские, нормандские форматы и анкориджи, это все было для обмана. Обмана. И я понимаю человеческое вот отношение там и Путина, допустим, с Трампом. Но он рассматривал Трампа как себя, как человека слова, как человека, у которого есть какие-то моральные ограничения. А Трамп – это мошенник. Он обманул всех нас. Ведь мы можем уже говорить, что это мошенник, потому что он все лозунги переначал. Мы же поддерживали его в том числе. Почему? Он шел с хорошими лозунгами. Я войну прекращу. Больше при мне не будет никаких войн. Да? Я начну Make America Great Again. Снижать цены на топливо, дорогущие. Смотрите, все наоборот. Войны развязал. Главу государства одного убил, другого похитил. Цены повысил в 1,5 раза, понимаете? На всех этих биржевых качелях заработал миллиардное состояние. Мошенник, понимаете? И я понимаю, что Путин ему доверился, да? Но сейчас, мне кажется, уже доверия не осталось. Хотя пресс-секретарь президента России по-прежнему говорит: подождите. То есть, понимаете, так забавно со стороны наблюдать. Тебя уже кинули. И уже об этом публично сказали все. Ну, вообще, вот все. И Рубио, и Витек исчез с зятьком. Но Песков говорит: подождите, может еще, вот еще чуть-чуть пахнет этим анкориджем. Может еще не так. Хотя сказал уже это и Лавров с российской стороны. И это так забавно смотреть. Но То есть вы если... считаете, что уже все, не пахнет? Вы знаете, я боюсь, конечно, что если Трамп там снова позвонит и погладит по шорстке, что они могут опять довериться. Вот. Не хочу приводить пример Марка Солонина про пирожки с определенной начинкой, да? То есть, который сказал: если тебе все время дают пирожки вот с этой нехорошей начинкой, а ты их все время ешь, это значит, приходишь, покупаешь и ешь, покупаешь и ешь. Это значит не тот вот плохой человек, кто продал, а это значит ты, начинкоед. Ну, было чуть-чуть жестче. Поэтому я не исключаю, что если Трамп позвонит, может запуститься и Anchorage 2. Не дай бог, конечно, это было. Но ситуация такая. Значит, с учетом политической кампании, с учетом того, что российское общество требует сатисфакции, с учетом того, что белорусское общество после террористического акта убийства беременной белоруски сплотилось и в ярости тоже требует каких-то действий. С учетом того, что обман бесконечный происходил на этих дипломатических переговорах, если сейчас Запад даст баллистические ракеты, а это требует Зеленский, баллистические ракеты. Все, ему пока ничего не надо. Его даже не смущает личный состав. Если ему дать ракеты, он начнет, значит, терроризировать Российскую Федерацию на ступеньку выше, поднимая статус, в том числе, возможно, ядерной эскалации. А это его задача. Ему такое ЦУ могут и дали наверняка британцы. То уже мы по этой лестнице ядерной эскалации просто взлетим на самую верхнюю ступеньку, и будет ответный тактическим ядерным оружием удар. А Мгм. он практически ничем не отличается от стратегического ядерного оружия, чтобы вы понимали.
Кроме дальности. Заряд такой же, несколько этих Хиросима и Нагасаки. Не дай бог, что это произойдет. Но, когда пройдет политическая кампания, через некоторое время, если Россия не продолжит ужесточать свои позиции, а пришло время ужесточать, и мы видим, как легко это делается. Слушайте, и даже военкоры российские говорят, а что, так можно было? Смотрите, раз, и все АЗС в приграничье уничтожены. 150 названо число, да. А что, так можно было? Так а почему мы 5 лет ждали? Ведь при линии боевого соприкосновения понятно, что 80% там заправляются не местные жители. Они вообще-то отселены в ряде случаев, как сейчас происходит с Краматорском и с Черниговской громадой. Раз, и мосты кое-какие повреждены в районе Запорожья, и коллапс логистики начинается. Раз, и локомотивы 15-20% сожжены. Значит, это можем. Значит, по каким-то причинам, по каким-то, может быть, обещаниям не трогать Зеленского или не активизировать эту фазу, это все стопорилось. Но если сейчас они дадут эти ракеты, вот сейчас именно, конец будет. То есть это будет выжженная территория. Поэтому я думаю, что сейчас они не дадут ракеты. Но, вот скажу важный момент. Нет такого оружия, и не обвиняйте меня в противоречии. Нет такого оружия, которого они не дают. Не дадут. Только они будут это делать постепенно. Вот сейчас режим Зеленского какую-то 40-дневную операцию начинает террористическую. Если опять не будет ответа, опять эта красная линия переступится, они дадут, 2 ракетки проверить, да? То есть нет такого оружия, которого они не дадут режиму Зеленского, потому что они сейчас все в одной лодке, ставки очень высоки, деньги сумасшедшие туда укатали. Поэтому сейчас очень важно ответить соизмеримо, и это в силах Российской Федерации, соизмеримо на все эти нацистские провокации. Вот, если ответ будет несоизмеримый, и, возможно, этот ответ обсуждается сейчас в Валдае, и один из лучших сейчас моментов – это открыть Брянское направление. Почему вы Один из лучших. повторяете уже третий раз о Брянском направлении? Потому что надо открывать его. Там находится сейчас меньше 2 батальонов ВСУ. Меньше 2 батальонов в том куске. Именно поэтому Зеленский выселил оттуда более 1000 человек из 12 деревень. А вы представляете, вот кто-то написал, так возможно это операция информационного прикрытия. Слушайте, больше 1000 человек, 120 детей. Они должны либо зарезать скотину, либо там открыть сарай, куда-то выпустить, да? А оставить свои дома. Они в ярости на Зеленского, естественно, да? Куда им с манатками у чужих людей, жителей в общежитии. Такие операции прикрытия за счет такого количества Зеленский делать не будет. Второй момент. Кто-то говорит, они, может быть, готовят провокацию. В том районе войск нет, украинских. Там стоит 2 батальона. Нету войск. Соответственно, третий вывод. Я предполагаю, и, возможно, сейчас в Валдае обсуждают момент, там же граничит с Беларусью. И, может быть, обсуждают момент, что в случае открытия брянского направления для растяжения фронта и растягивания украинского личного состава, это слабое звено Украины, надо обязательно поддержка Беларуси с точки зрения удержания участка границы, не с точки зрения параллельного какого-то наступления. Может быть, обсуждают этот вариант. Я думаю, что российское руководство прекрасно понимает, что вот это перепуливание дронами, ракетами ни к чему хорошему не приведет, потому что потенциал военный Запада и производство дронов, он выше. Он выше. Это недавно и официальные данные подтвердили. Украина может уже запускать до 10 тысяч дронов в месяц.
А Россия пока производит максимум 5. Понимаете? Значит, вот этих крупных, тоннажных, БПЛА, типа «Лютый». Значит, ну, я там могу путаться в цифрах, потому что уже такой объем информации, что пухнет голова, но четко знаю, что даже военные корреспонденты российские, спецы, заявили о том, что в 2 раза у нас сейчас Украина обошла по потенциалу дронов. И вот эта перекидка дронами, она все равно не приведет ни к чему хорошему, если не брать территории. У Украины личного состава для того, чтобы брать территории, освобождать нету. А у нас, у российской армии, такой личный состав есть. И дело в том, что даже Константиновская операция, которая уже подошла к своему завершению, там буквально на северо-западе очаговое сопротивление есть Украины, Константиновская операция, оказывается, бы участвовало в ней около 1000 человек. Всего лишь. Поэтому, если кто-то говорит, что нужна мобилизация, нет. Нет, достаточно одной бригады, чтобы растянуть и фронт, в том числе и в том брянском направлении. А просто если не растянет русская армия, то рано или поздно попытается туда проникнуть или сделать какую-то провокацию Украина. В общем, лето будет горячее. Лето будет горячее, надежд на мир нету, к сожалению. Не хочу успокаивать зрителей. Были надежды на мир в Иране. Еще кто-то из аналитиков говорил, что вот сейчас помирятся, и Трамп займется уже Украиной вплотную. Ну, вы видите, что происходит в Иране. Можно это обсудить, если у нас есть еще время. Ну, я хотел бы именно с точки зрения влияния на украинскую историю, ту рамку, которую вы сейчас задали. Смотрите, вот казалось бы, ну вот все, Армуз открыт, нефть течет, все должно быть хорошо, а все плохо. Значит, ситуация просто из ряда вон. Значит, Иран стреляет по кораблям, США сбивает беспилотники, один попадает. Это Трамп об этом рассказывает лично. Потом удар возмездия. Перемирие сорвано. Израиль подписывает с Ливаном, ну как с официальным Ливаном, да, план вывода Хезболлы, разоружения и вывода Цахал из Ливана, и вот это на их место придут правительственные войска. В Ливане бунт, Хизбалла говорит, это капитуляция. Иран, понимая, а эта же тема, она зашита внутри. То есть мы не то, что там все заканчивается, а там вполне вероятно может все опять начаться, потому что уже проскакивает информация, что в Ливан будут входить войска вот этого Аль-Шара, Джулани. То есть начинается, вот как вы выразились, осиное гнездо как часть, собственно, стратегии Беларуси, а там на Ближнем Востоке, ой, какое осиное гнездо сейчас палкой ткнули, и это же прямо, как показала практика, прямо влияет на и переговорные, и военные решения в российско-украинском противостоянии с тем же Западом глобалистским. И простите, но Европа, если действительно она сейчас полыхнет с новой силой, с новая серия начнется, Европа уже не будет думать, как выделять 70 миллиардов на Украину на этот год, на следующий. Вот эти все красивые планы о том, как летят дроны и забирают у России Крым, их придется отставить, а если вообще не похоронить, потому что ситуация с мировой экономикой ну, просто будет как бы на разрыв. Она сейчас еле откашливает, и то не откашляла еще до конца вот эти, скажем так, телодвижения Трампа. И это все на фоне того, что, смотрите, как Трамп поменял свое отношение. Трамп-то, может, и поменял свое отношение, но у него не просто груз на ногах, не просто якорь на ногах, а это якорь на ногах вообще мировой экономики, то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Как это отразится именно на войне, вот предметно, да, здесь, так сказать, в наших широтах? Ну, смотрите. Во-первых, разница между двумя осиными гнездами. Мы предупреждаем, у нас гнездо спящее.
И мы предупреждаем Зеленского: не чапай, бо убьет, не трогай. А там, на Ближнем Востоке, это осиное гнездо разворошили еще со времен шестидневной войны. И 70 лет люди между собой бесконечно воюют. Поэтому мы предупреждаем Зеленского: не трогай, не лезь. И он это понял, хоть и объявил о своей там перемоге с ретрансляторами, но вообще он понял, и, как у нас в народе говорят, Зеленский зассал. А что касается той ситуации с Ираном, ну, во-первых, там начали уже подключаться более активно другие персидские монархии. Я их в прошлом эфире назвал персидские страны, ну, конечно, персидские монархии, страны Персидского залива. Например, Оман только что заявил, что тоже будет взимать, он уведомил по дипломатическим каналам своих европейских партнеров, что тоже будет взимать плату за экологию вот, и за навигацию, за помощь в навигации. Ну, там в навигации надо как примерно от Крещатика до Майдана пройти. Вот так же сложно там тот пролив пройти. Вот. Но он посмотрел, что, так, слушайте, это ж мои тоже территориальные воды. 20 морских миль, да? Я тоже буду взимать, значит, средства денежные. А что это значит? Это значит очередной рост на страховки, на энергоносители. Но конфликт в Ормузском проливе отличается с украинским принципиальным моментом. Этот конфликт в Ормузском проливе и война США и Ирана оказывает влияние на всю мировую экономику. На всю. А российско-украинский конфликт, он, ну, вы понимаете, что значит на все? Это значит и на Африку, и на Латинскую Америку, и на Австралию, и на Юго-Восточную Азию. Российско-украинский конфликт военный, он все-таки такого влияния не оказывает. Он на порядок меньше, региональный характер. Может быть, даже евразийский, но не на весь мир и тем более не на Америку. Америке там все равно абсолютно. Хоть они зарабатывают деньги, ну, разожгут войну в другом месте будут зарабатывать и воровать. Поэтому это вот принципиальная разница. Поэтому пока Трамп не решит этот конфликт более высокого порядка и американская сторона, он не перейдет к решению украино-российского конфликта или российско-украинского. Соответственно, и американская элита не будет заниматься так активно решением российско-украинского конфликта. Поэтому с этой точки зрения, конечно, когда все внимание и мировых СМИ будет приковано туда, ну, от Украины уже немножко надоели. Уже не всегда на передовице новости сообщают, а про какие-то обстрелы, так вообще там в рубрике «Разное», дай бог, если будет. Поэтому внимание всех мировых СМИ приковано сейчас сюда. Что мы фиксируем? Мы фиксируем, что американцы в очередной раз во время переговоров, это только что заявил и вице-спикер иранского парламента, по-моему, он вице-спикер, в очередной раз во время переговоров обманули и нанесли удар. В очередной раз. То есть они год назад убили всех переговорщиков, в начале года убивали все иранское руководство. Вот. И, значит, да, это глава комитета, извиняюсь, парламента Ирана по нацбезопасности. Ну, может, не вице-спикер, Эбрахим Азизи заявил, что эти все действия нарушают перемирие. То есть мы еще важный момент фиксируем, да, что с американцами очень сложно договариваться. Они могут обмануть как до переговоров, так во время переговоров и так и после переговоров. Соответственно, с таким подходом очень сложно выстраивать какие-то долгосрочные доверительные отношения. И даже просто долгосрочные, недоверительные. Просто вообще какие-то подписывать бумаги. Это очень важный принципиальный момент. Поэтому, подписывая что-то по Украине, российское руководство должно, с моей точки зрения, учитывать иранский опыт и все вот эти бумажки.
Ну, второй момент. Мы увидели, что заявление сегодня Корпуса стражи Иранской революции о том, что будет сокрушимый ответ. Это что значит сокрушимый ответ? До Штатов они не дотянутся. На военных базах Штатов уже никого нет. И Хексет сказал, что уже туда и заселяться обратно не будет. Вот, наверное, проще новую построить, чем старую выгребать и восстанавливать. Соответственно, будет удар по союзникам США, наверное, как я предполагаю. Но если ты не можешь дотянуться до США, а говоришь, что ответ будет сокрушительный, так ты, значит, по какому-то по объекту будешь бить, до которого можешь дотянуться. Вот, но третий момент, да, то есть мы видим второй момент, что ситуация будет эскалироваться. Соответственно, возможно, американская сторона придет к мысли о наземной операции. Потому что Трамп попал трындец в какую ловушку. У него нет хорошего варианта вообще. Особенно перед ноябрем. Понимаете, кампания уже стартовала предвыборная. Ну, там через месяц стартует активно. А он вот в таком болоте. Надо как-то решать. Будут израильское лобби, прежде всего, подсказывать наземную операцию. Потому что ты ж никак не решишь. Это как в случае с Россией и Украиной. Почему надо открывать новые направления и идти активнее вперед? Потому что так с дронами можно десятилетиями сидеть и перекидываться. И то же самое в Иране. В Иране еще хуже. Они контролируют эту мировую артерию. И, соответственно, ты ничего не сделаешь. Да? Что бы ты ни разгромил. Что там сложно приехать на пикапе и запустить этот самолетного типа небольшого размера? Я уже не говорю об вот этих малышах по 5 килограмм, которые иногда летают через территорию Беларуси, в чем меня там кто-то упрекнул, вот вы пропускаете на Литву, Латвию. Почти все мы садим, что не можем садить, мы пропускаем на территорию Литвы, Латвии, потому что если он упадет над городом, будет хуже. Но это не самолетного типа, это эти маленькие, которые несут в себе там до 5 килограмм заряда. И, кстати, многие из них падают там, на той территории. Латвия, Литва, Эстония. А в Россию мы никого не пропускаем. Это я отвлекся. То есть, у нас первый момент мы зафиксировали, второй момент мы зафиксировали, третий момент мы зафиксировали, что американцам надо что-то делать, и хорошего варианта нет. А раз хорошего варианта нет, значит, конфликт будет продолжаться. Они упустили хороший вариант. Сначала унижая иранскую делегацию в Швейцарии, потом нарушая текст меморандума. И четвертый момент, вот очень важный четвертый момент. Это учебник для всех стран мира, кто хочет стать свободными, независимыми и суверенными. Учебник. Вот так надо отстаивать национальные интересы. Даже если перед тобой монстр, самая сильная страна мира, а ты небольшой региональный, пусть и влиятельный, не региональный игрок, и твой даже военный потенциал разрушили коварными подлыми ударами. Это я к чему говорю? Вот это пример для всех. Это пример для Беларуси, но хочется, чтобы во всем, во всей политике это стал пример для руководства Российской Федерации. Поэтому, выражаясь, завершить вот как хотел бы эту мысль, выражаясь словами Сергея Лаврова, гениального и талантливого министра иностранных дел России, Анкоридж надо пустить к херам собачьим. Ну, там про йеменского журналиста. А я про Вроде Анкоридж. как, да. Ну, Юрий Воскресенский. фраза красивая. Ну, как красивая. Так себе фраза, и ситуация так себе. В любом случае, спасибо большое вам за время и мысли. Друзья, берегите себя. Действительно, открываются новые раны, или заново раны, или новые направления. Следим за ситуацией. Всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.